друзья, вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Сегодня, друзья, пятница, 19, если я не ошибаюсь, июля. И сегодня я еду на рыбалку в город Быхов на реку Днепр и буду участвовать в турнире любителей фидера. Значит, это будет мой первый опыт ловли на реке. До этого на фидер я на реке никогда не ловила, только на спиннинг. Поэтому я думаю, что открою для себя очень много нового. И надеюсь на то, что это будет какой-то пинок мне под зад. И я наконец-то расширю свой кругозор. И мои рыбалки станут для вас только интереснее. Поэтому поехали! Значит так, уже собирались выезжать из города, но, к сожалению, получилось так, что что-то загнали, короче, в колесо, поэтому сейчас после заправки придется заехать в шиномонтаж. Дорога на самом деле дальняя предстоит, поэтому лучше, естественно, отремонтировать колесо, потому что ехать 3 часа, и безопасность, я считаю, превыше всего. Ну вот, на выезде из города нашли СТО вот здесь, с шиномонтажем. Полосатик без колеса наш, бедняга. Вот такая вот штука была в нашем колесе. Вот так. У меня, друзья, технический перерыв в дороге. Остановились покушать уже в Могилевской области. Через часик будем на месте. Так, значит, времени найти жилье много не было, поэтому вот это вот наше пристанище на эти дни. Маленький дворик и вот домик, мы будем в нем жить. Ну что, друзья, сейчас я уже точнее нахожусь в городе Быхове. И вместо квартиры в новом 2014 года доме получилось, что сегодня мы снимаем вот такой вот дом. Не знаю, как так получилось, но так, получается, перетасовали владельцы. И завтра, естественно, увидимся. Точнее, увидимся сегодня вечером на кастрике и увидимся завтра. А пока, видите, я просто тут убираю территорию. Почему? Потому что, хочется на самом деле просто находиться в аккуратном ухоженном месте. Вот. Я на самом деле в таких условиях еще ни разу не была, но, наверное, для простых граждан, которые проживают за пределами столицы, такое это нормально. В принципе, обычный себе деревенский дом, но немножко как бы заброшенный. Мне пришлось даже траву косить самой, господи, ну ладно. Значит, здесь я себе пшеночки сделала на 2 дня. Здесь я сейчас себе варю горох. Тоже. Немножко буду порционно при необходимости добавлять в прикормку. Решила не заморачиваться, использовать прикормку белорусского производителя, потому что использование прикормки импортного производителя в прошлый раз мне не принесло никакого результата. Поэтому я считаю целесообразным не переплачивать, а использовать вот такие вот корма. Друзья, все купила за свои бабло. Так что там не думайте, что рекламать. Печево зеленое нашла только конторы Вабик на Ждановичах, покупала сегодня. И вот такую вот добавку Senses. В прошлый раз нюхала ее, она очень ароматная, и добавляла вот эту штуковину при ловле карася на сергеевических развилках. Будет животный компонент, естественно, мотыль, червь и парыш, как обычно. Так, ловить я буду на Днепре, поэтому использовать мне придется не такие легкие кормушки, как я использую обычно. По предварительной информации, там нужны кормушки от 90 грамм и выше. Значит, я себе тоже в магазине Сальма заехала и заранее прикупила вот такие вот кормушечки с грунтозацепами. У меня здесь есть 90-ки, 80-ки,
сотки. В общем, буду испытывать и смотреть, что мне проканает. Маркеры, чтобы можно было проверить дно. Для защиты от клещей и различных насекомых я буду использовать бриз антиклещ, который можно найти в продаже на моем сайте Reason Buy, в моем интернет-магазине. Новые подставки у меня появились. Это ручная работа. Номер человека, который занимается их производством, я оставлю на всякий случай под этим видео. Если вас заинтересует, обязательно к нему обращайтесь. Они производятся в разных цветах, в разных размерах. В общем, вот такие вот классные штуки, которые накручиваются, имеют стандартную резьбу, накручиваются на любую стандартную тычку. И я буду ими пользоваться, будет красиво все. Следующее в моей артиллерии, так сказать, идут две катушки волжанки ProSport 5004, на которые у меня намотаны плетенки Power Pro. На одной, если не ошибаюсь, у меня стоит 0.14, на второй стоит 0.12. Вообще на соревнованиях можно использовать только один фидер. Но я буду иметь два комплекта, один запасной. Значит, в качестве шок-лидера буду использовать в этот раз вот такую вот леску, которая называется Feeder Concept Distance Black Feeder Mono. 0,27 мм, 150 метров моток. Ого, это ж насколько мне шок-лидеров хватит? Нормально хватит? Это Feeder Distance Concept в длине 3,9 с тестом от 40 до 100 грамм. Купила я себе два одинаковых фидера, опять-таки, естественно, в магазине Сальма. Благодарность большая за скидки. Ну и купила специально для того, чтобы была возможность рыбачить на реке. Всем доброе утро, снова я уже на прямом включении, и сейчас практически уже доехала до точки назначения, пробираюсь через лес до реки Днепр. Посмотрите, какой классный! Обалдеть! Друзья, это Днепр, охренеть! Вот это крутяк, какой он широкий! Круто! Гарбаза. Так, короче, у нас сейчас регистрация, взносы, потом жеребьевка. Первый день ловим в одной зоне, второй день ловим во второй зоне. Значит, я не знаю только... я вообще не знаю, как мы по зонам будем учиться. Ловить на Днепре мы будем ровно 2 дня. Видите, вот это вот места участников обозначены здесь на береговой линии. Место ловли доехало только 40 человек. На самом деле дорога была очень тяжелая, дальняя. Нас тоже заселили не в то место, в которое мы хотели. Все планы поменялись, но тем не менее мы не расстраиваемся. Почему? Потому что посмотрите, какая красота и где мы находимся. Первый раз буду рыбачить на реке, я повторюсь, и я рада, что это будет проходить здесь, и рада, что я попробую себя в ловле на реке именно в таких условиях, в которых я еще ни разу не была. Здесь вообще в реке Днепр есть различные виды рыб, начиная от уклейки, заканчивая язями, жерехами, щуками, лещами и всеми известными видами рыб, а также теми, которые внесены в Красную книгу Республики Беларусь. Так, для того, чтобы ставить фидер, у меня будут вот такие вот подставки. Сюда я буду ложить комель. На это я буду ложить удилище уже и отслеживать поклевку по квивертипу.
Так. Feeder Concept Distance. Опача. Ну и кормушки, кто не знает, я тоже, кстати, на реке еще ни разу не рыбачила. На реках используются кормушки тяжелее, чем на стоячке, потому что легкие кормушки сносят течением. Поэтому будем пробовать. Сначала, естественно, я найду какую-то аномалию на дне при помощи грузика маркерного, а потом поставлю кормушку. Наверное, начну сразу с 90-ки, может даже с 100-ки лучше. Посмотрим. Сейчас идет этап подготовки. Всем участникам разрешено найти точку, с которой они будут ловить, и расположиться на берегу. Соответственно, сейчас все промеряются и ищут, наверное, какие-то аномалии на дне. Вот. Я, в свою очередь, сейчас выдержу в себя один поводок, который буду использовать, и тоже начну промеряться. В общем, у меня кормушка 100 грамм максимально. Сейчас ставила грузик 10 грамм. Все равно катушку течение не ловит. Поставила сейчас еще больше, все равно катушку течение не ловит. Вот она останавливается на том месте. Мне кажется, надо там, где она останавливается. И ловить. Она туда будет, если выбрать просто дистанцию, она, скорее всего, туда будет весь корм сносить, и все будет сносить. Наверное, минут 15 до старта осталось. Все уже приготовились, я тоже. Будем кормиться и ловить. Погода сегодня, как видите, посмотрите, очень хорошая. Практически ни одного облачка. Единственное, что сейчас уже начинает подниматься ветер. Его не было с утра. Мой садок. Здесь я разместила подсак. Ящик на всякий случай. Корм. Наживка, мой стульчик, крючки, леска, фидер мой новый, специально для реки взяла. Вот и моя первая рыбка. Опа. Отлично. Отличненько. Это соревнование, поэтому не важен размер.
Если рыба слева, ловит уклейку. То есть там на расстоянии подлавливает уклейку. На большом. Нет, конечно. Под ногами, Да, которые? да. Еще Это же соревнование. Здесь главное словить что-то. Есть. Ну рыба есть, только есть. Вот это рыба. Это же рыба, как бы никто не скажет, что это не рыба. Настоящая рыба, да. И она завесила 60 грамм.